Всем привет! Меня зовут Насарин Иван. Из светлых побуждений к тем, кто заразился волейбольным вирусом, я решил записать цикл видео под названием «Лети или умри». Этот цикл посвящен вертикальному прыжку и хорошо коррелируется с остальными будущими циклами, особенно с циклом для игроков с маленьким ростом. Для таких игроков прыжок является основным фактором для самореализации. Ко мне часто подходят люди после игр и спрашивают, каким способом я добился такого большого вертикального прыжка. И я никогда не скрываю тем, что часть из него – это действительно природная часть. Я всегда прыгал выше среднего. Но в то же время я знаю, что в какой-то момент я остановился, и какие бы тренировки мы ни делали. Мне повезло, и я нашел действенный способ увеличения прыжка. И при своем росте в 186 сантиметров я сначала начал накрывать антенну рукой, а впоследствии, после других циклов, я начал накрывать антенну ниже запястья. Мой результат — это не топ-уровень. Бывают уникумы, которые прыгают и по 1,30 м. Но в то же время, как показывает практика, мало кто может при моем росте показать тот же результат. Я ни в коем случае не приписываю к себе эти наработки. Что-то, конечно, я дополню от себя, но в основном это придумали другие люди. В данном контексте я выступаю скорее вроде фильтра. Это видео всего лишь предисловие. В дальнейших выпусках мы поплотнее разберем теорию и практику. И я надеюсь, те ребята, у которых маленький рост, смогут с помощью этих видео обрести крылья и добиться успехов в волейболе. Всем волейболистам привет! В этом видео я хочу разобрать интересную для многих спортсменов тему, особенно для волейболистов, тему увеличения вертикального прыжка и других аспектов с ним связанных. В меру сил я постараюсь вам рассказать информацию, которую я получил из разных источников и затем применил на практике, получив от этого результат. В первую очередь, эта информация нужна для того, чтобы вы вошли во вкус и начали мыслить в правильном направлении. Все, как всегда, сложно и просто одновременно, но знание основных принципов тренировок прыжка точно поможет вам нащупать след, а дальше уже все будет зависеть от вашего желания. А для начала мы с вами поговорим о ситуации с тренировкой прыжка среди моих собратьев-волейболистов в целом. Итак, поехали. Как вы знаете, во многих игровых видах спорта прыжок играет важное значение. К примеру, в волейболе львиная доля всех действий выполняется в прыжке, и приходится быть либо высоким, либо прыгучим, либо, если повезло, и тем, и тем. Многие не понимают, но для волейболиста прыжок один из лимитирующих факторов. Чем выше уровень, на котором вы играете, тем выше должен быть минимальный прыжок для реализации успешных действий, будь то в атаке, на блоке или в передаче. В этом плане повезло высоким игрокам, у них уже есть определенная высота, с которой они могут выполнять какое-либо действие. Но что если так случилось, и вы маленького роста? Сразу же ставить на нападении крест и идти в либеро или связующий, хотя на самом деле душа лежит совсем к другому? Как по мне, это неправильно. Если мы говорим с вами о росте в контексте мирового уровня или уровня суперлиги, то окей, это еще как-то логично, хотя и здесь есть свои исключения. Если мы говорим о любительском и полупрофессиональном уровне, то я категорически против таких лишений, по мне это бред. Ведь нападающий ценен не за его рост или не за один удар в пол, потолок, за игру или какой-нибудь один чехол. Нет. Нападающий ценен за его общее среднее КПД. Поэтому вам могут говорить кто угодно, что вы можете, что вы не можете. Все это не стоит принимать за чистую монету. Дорогу осилит идущий. Поэтому хочется нападать, нападайте. Ведь, как по мне, выход уже давно известен. Высокий прыжок помогает компенсировать нехватку роста и играть против высокорослых игроков. Я собственными глазами видел таких игроков, которым по меркам волейбола ничего не светило, но впоследствии с собственным упорством и трудолюбием они затыкали всех за пояс. И в этом помогало, помимо их каких-то лидерских качеств, характера или отличной техники, высокий вертикальный прыжок. В какой-то момент жизни любой волейболист приходит к осознанию того, что ему нужно улучшить свой вертикальный прыжок. Для этого он начинает пользоваться какими-то определенными инструментами и философиями,
которые затем он начинает отстаивать у таких же адептов прыжка, доказывая, что именно его инструменты самые правильные и самые рабочие. Кто из них прав, а кто нет, становится яснее после того, как ты понимаешь основные принципы тренировки прыжка. Но абсолютно всем можно задавать одинаковые вопросы. Какой объективный результат принесли ваши тренировки? Если по-простому, то сколько было и сколько стало. Если какое-либо подтверждение, желательно, чтобы это было видео, подтверждение ваших достижений. Почему я заговорил о подтверждениях? Потому что кого не спроси, у всех 70-80 сантиметров прыжка, у кого-то метр. И зачастую я просто спрашивал, ты накрываешь антенну? И очень мало кто это делал. Из тех ребят, кто был до 1,90 м, накрыть антенну могли единицы. Поэтому вывести на чистую воду не так уж и сложно. Максимально вытянутая рука над краем сетки и прыжок на 80-сантиметровую антенну позволит сделать нехитрые вычеты и понять, врет вам человек или самообманывается. Если перейти к реалиям, то за 10 лет я видел всего лишь одного человека и о нескольких слышал, которые правильно тренировались и от этого получили какой-то результат. Все остальные тренируются на основе каких-то непонятных мифов, каких-то странных философий и любят заниматься на самом деле танцами с бубнами и самообманом, потому что в основной массе они тренируются и получают от этого лишь повышенный тонус, но никак не могут пробить потолок и прыгнуть действительно выше. Очень часто, интересуясь данным вопросом, люди сталкиваются с огромным количеством противоречий. Они просто-напросто теряются, от чего пропадает желание продолжать искать. Я их очень хорошо понимаю, потому что у меня была точно такая же ситуация. Я не понимал, что из всего этого обилия работает, а что нет. И это обычная ситуация, хоть и стрёмная. К примеру, на рынке до сих пор существует огромное количество программ, которые обещают вам невообразимый прирост при условии, если вы будете тренироваться 4-5 раз в неделю и делать около 1000 прыжков в день. Человек, который не знаком с основными принципами тренировки, построения прыжка, легко клюнет на такую программу, потому что легко и логично предположить, что количество, объем в какой-то момент перейдет в качество, в нашем случае в высоту прыжка. На самом деле от такой программы прирост получат лишь новички, у которых до этого не было специфической нагрузки, и любая схожая нагрузка по биомеханике с прыжком будет давать им первоначальный прирост. Такие программы приведут ваши мышцы тонус и повысят эффективность движения за счет большого объема повторений. Но если вы опытный спортсмен, они не помогут вам перейти на новый уровень. Она будет скорее держать вас в тонусе, пока не загонит из-за такого большого объема в дикий перетрен. И, скорее всего, навредит здоровью и оставит вас наедине с травмами. Для увеличения вертикального прыжка такая частота и такой объем будут лишь во вред. Из собственного опыта скажу, что когда я был еще в техникуме, я тоже проходил подобную программу. И в какой-то момент я выполнял упражнения прыжки на носках в полуприседе в количестве 800 раз. И в тот момент у меня дико шибануло давление и очень сильно пошла кровь носом. Для меня был это первый и последний звоночек, и я завязал. И, ах да, выше я прыгать тоже не стал. Теперь задумайтесь, высокий прыжок генерируется мощными усилиями за короткий промежуток времени, так как этому может помочь подход, в котором огромное количество повторений, после которых ты чуть ли не выплевываешь свои легкие и думаешь, как бы не умереть. При этом это достаточно обычная тренировка для большинства людей. Кроме улучшения эффективности движения из-за большого объема количества повторений и определенной адаптации сухожилий и связок, никак. Этого будет мало. Таким образом вы будете тренировать специальную выносливость, но это никак не поможет высоте вашего прыжка. Опять же, повторяюсь, если вы не новичок. Из всего вышеперечисленного становится понятным, что нам нужно упражнение, которое было бы сходно по биомеханике с прыжком, но в то же время в нем тренировалась
мощные усилия за короткий промежуток времени. Итак, это присед со штангой, подъем на носки с весом стоя, становая тяга, румынская тяга, толчок, рывок и другие упражнения, которые, как и 40 лет назад, позволяли тяжелоатлетам и пауэрлифтерам, как и сейчас, отрываться от пола похлеще, чем игроки NBA. Все потому, что присед и остальные тяжелоатлетические упражнения сходны по биомеханике с прыжком и тренируют ровно те мышцы, которые как раз и необходимы для прыжка. У хороших тяжелоатлетов и лифтеров накоплено огромное количество силы, превышающее в 2-3 раза собственный вес, и тем самым это и позволяло отрываться от земли и легко запрыгивать на достаточно большую высоту. Многие упрямо считают, что тренироваться с максимальными весами – это неправильный подход. Они говорят, что это может легко привести вас к травме и сделает вас медленными. Как по мне, во-первых, все нужно делать с умом, а травмироваться вы можете, занимаясь любым видом деятельности. Вам банально может просто не повезти. Основные шансы травмировать себя возникают при двух причинах. Первое – это при неправильной технике. И лечится это взятием уроков у фитнес-тренера, пауэрлифтера или тяжелого атлета. А второй момент – это форсирование. Все мы любим форсировать, мы хотим все и сразу, и поэтому у нас частенько возникают такие ситуации, когда мы хватаемся за тот вес, к которому еще не готовы. Отсюда и травма. Как говорил мой отец, дольше едешь, дальше будешь. Теперь насчет замедления. Основная проблема в том, что тренирующиеся с весами зачастую используют билдерскую схему. Это 70-80% от одноповторного максимума и около 15 повторений. Такой подход необходим для набора мышечной массы в определенной фазе, но не для постоянной основы. В дальнейшем нам предстоит сосредоточиться на максимальной силе в количестве повторений от 6 до одноповторного максимума. Также на протяжении цикла волей-неволей накапливается усталость. Многие удивляются, как же так, я становлюсь сильнее, я приседаю больше, но прыгать выше от этого не становлюсь. Спокуха. Все будет, просто вам нужно отдохнуть дней 10 после завершения цикла, и вы уже ощутите на себе весь прирост, который вы заработали за долгие циклы. Есть интересное наблюдение одного хорошего автора, который написал Библию вертикального прыжка, Келли Бэггета, который достаточно логично и просто объясняет логику занятий с отягощениями. Звучит он недословно как-то так. Никто не говорит метателю молоту или толкателю ядра, что они не должны стать сильнее, что жим в 50 кг это достаточный рубеж и можно остановиться, что лучшее упражнение для того, чтобы толкать ядро, это бросать вдаль теннисный мячик. Все как раз наоборот. Их жим достигает и 200 кг и больше, что в несколько раз больше веса снаряда. Именно это и позволяет им метать эти снаряды на дальние расстояния. Прыжок можно сравнить с метанием снаряда, в котором наши ноги выталкивают тело от земли. Сила – это лимитирующий фактор, без которого вы не сможете достигнуть своего потенциала. К примеру, если вы весите 80 кг, то вы должны приседать минимум 1,5 своего веса, а это будет 120 кг. Для успешного отрыва от земли вам нужно уже приседать 2-2,5 своих веса, то есть 180-200 кг. Таким образом, такое количество силы поможет вам иметь определенный запас по сравнению с весом тела, что и будет отражаться в высоте прыжка. Есть очень классный и мотивирующий пример того, как наши тяжелоатлеты и легкоатлеты тренировались с максимальными весами, и то, как при этом они прыгали. Гениальный Юрик Варданян, заслуженный мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, родился 13 июня 1956 года в Ленина-Кан, Армянская СССР. Четырехкратный чемпион СССР, пятикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, 43-кратный рекордсмен мира, первым из средневесов поднял по сумме двух упражнений 400 кг. При своем росте в 171 см прыгал в длину свыше 3 метров 50 сантиметров и, как утверждают некоторые источники, брал высоту в 2,12 метра. Также Юрик очень любил волейбол и даже получил звание КМС, что в те годы было получить гораздо сложнее, и значило это звание, к сожалению, больше, чем сейчас.
Из-за загруженности в тяжелой атлетике ему пришлось оставить волейбол, но свой след в нем он, несомненно, оставил. Валерий Николаевич Брумель родился 14 апреля 1942 года. Заслуженный мастер спорта СССР по прыжкам в высоту. Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы, чемпион СССР. Установил 6 рекордов мира. Чаще Брумеля никто из мужчин не устанавливал мировых рекордов в прыжках в высоту. Признан лучшим спортсменом мира. 3 октября 1965 года попал в автомобильную аварию, получил сложнейший перелом ноги, перенес 29 операций и благодаря инновационному аппарату Елизарова снова начал тренироваться. В 1970-м прыгнул на 2 метра 9 сантиметров. Его рекорд в 2 метра 28 сантиметров, который для многих спортсменов того времени казался мифическим, долгое время не могли преодолеть, в большей мере из-за психологического фактора. И только следующее поколение, не имеющее такого пиетета к этому рекорду, смогло пересилить эту планку. Валерий с легкостью рвал штангу в 100 кг и приседал с большими весами. Одно из любимых развлечений Валерия было достать ногой в прыжке до баскетбольного кольца. Это был феноменальный атлет, достигший мировых высот практически без отсутствия более-менее нормальной экипировки. В то время люди прыгали не на маты, а на песок. Михаил Жаботинский родился 28 января в 1938 году в Украине в городе Запорожье. Заслуженный мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР. Он установил 19 мировых рекордов, 20 рекордов Советского Союза и 58 рекордов Украины. При своем немаленьком весе в 160 кг он прыгал в длину с места 3,15. В свое время, когда я закончил свой первый цикл, я прыгнул 3,10, и это считалось очень крутым результатом. Но Михаил Жаботинский в 2 раза тяжелее меня, что в принципе еще раз подтверждает о преимуществе силы в прыжках. Как по мне, лучше не заходить в зал тяжелой атлетики и ни в коем случае не соревноваться с ними по прыжкам в высоту, иначе кто-нибудь из них одарит вас большим комплексом неполноценности. Все эти примеры были нужны для того, чтобы вы поняли одну простую истину. Тренируясь с помощью прыжков, вы используете лишь часть картины, а не всю картину целиком. Прыжками вы будете тренировать взрывную силу, но лишь на том уровне общей силы, которая у вас есть сейчас. Из всего видео кто-то может сделать вывод, что я пропагандирую тренировки лишь с максимальными весами. Но мораль на самом деле не в этом. Мораль в том, что везде и всегда есть целостный подход, синтез знаний и инструментов, которые и дают максимум, по сравнению с вырванными из контекста философиями. И зачастую тяжелоатлетические упражнения самые главные, но почему-то в современности не востребованы. Это странно, потому что для прыжка нам необходимо большое количество силы. А работа с максимальными весами самое простое и действенное решение для того, чтобы ее получить. В следующем видео мы уже вплотную подойдем к прыжку. Разберем, из каких компонентов он состоит, из чего состоит сила, какие мышцы и суставы участвуют в движении, роль центральной нервной системы, эффективность движения, какие упражнения силовые, прыжковые. Вот все это постараюсь максимально сократить и расписать так, чтобы вам было более понятнее. Возможно, все было несколько сумбурно и непонятно, но везде нужна сноровка. Дальше, думаю, будет больше и лучше. Поэтому до новых встреч, увидимся в следующем выпуске.